Новое, крупное обновление Kingdom Rush Battles уже ждет тебя. Помимо новой арены и карт, в ивенте Summon Rift обновился баннер. Сегодняшним нашим героем для рубрики «Выводы о силе» станет Айскальд. Великий и могущественный дракон, обладающий стихией льда. Это очень даже в тему, раз накануне зима и новогодние праздники в том числе. Выпускаю эту рубрику чуть раньше обещанного, так как в этот раз у нас не новая, а уже с релиза знакомая нам карта. И сегодня мы подведем итоги, что же себя представляет проверенный временем герой. Айскальд – легендарный аренный герой, стоящий 60 свитков, также входящий в ротацию лута и сундуков. Все характеристики опять же будут озвучены на 7 уровне. Является драконом, значит танчить нашему другу не дано. Но это не значит, что он вовсе не умеет сдерживать врагов. В плане живучести все относительно. С одной стороны достаточно, а с другой всего 4552 хп с нулевой защитой. Любой противник дальней атаки сможет наносить по нему максимум дэмэджа. Лучники с новой арены меня уже достали. Респаун составляет 20 секунд, что характерно для всех легендарных героев игры. Скорость стандартная 2,8. Не медленный, но и не быстрый, как та же Элора, Алерия или Магнус. Скорость атаки 2 секунды. Дамаг чистый, урон средний, причем действующий по области. Эта область даже имеет преимущество над атаками Берисада. Второй, ударяя по летающему противнику, теряет свою ауешную способность к поджогу земли. Тем временем как Айскальд вызывает ударную волну не в зависимости от типа врага. Дополнительно с каждой атаки накидывается дебаф 30% на замедление передвижения врага на чуть больше 2 секунд. Имеет две пассивки. Волшебное зрелище. Рейндж магических башен увеличен на 5%, что неплохо для того же аркана или испепеляющего камня. Усталость захватчика. Базовое значение скорости врагов снижено на 3%. Ну а о фишках и способностях Айскальда расскажет нам настоящий знаток данного героя, имеющего достаточно опыта игры на нем. Мой коллега и хороший друг Майк. Привет, друзья! Знаешь, как выглядит монстрик, летающий на ледяном драконе? Это словно сцена из сериала «Игра престолов», когда король ночи верхом на могущественном Визерионе магическим пламенем дракона разрушает веками стоящую ледяную стену. И в первую очередь здесь заслуга именно дракона. Ты все правильно понял. Сегодня мы рассмотрим факты и сделаем итоговые выводы силы сына Джакулы, истинного короля Севера Айскальда. Данный герой стает доступным для получения, начиная с 4 арены, и уже сразу стартует с 7 уровня, что дает герою преимущество перед остальными персонажами. Его основная атака наносит чистый урон по площади, при этом захватывая и летунов, если те в зоне поражения. Никакой другой герой не обладает таким навыком. И раз я заговорил про АОЕ урон, все способности дракона бьют больно и по большой площади. Поэтому, выдержав паузу на старте волны, отведя дракона в сторону и собрав толпу врагов, при помощи, например, заклинания оглушения молний, шипы и лавина сметут это сборище за одну атаку. И да, это работает и на более жирных врагах. Если дополнительно после стана использовать, например, заклинание Полиморф и потом обрушить на них весь гнев Айскальда. Даже его пассивная способность Морозное дыхание имеет колоссальную пользу. На 80% замедляя врагов на большой площади, в том числе и босса. Я думаю, не стоит объяснять, как порой важен и полезен такой навык в КРБ. Похожая способность есть у ледяного друида, но там только 60% при полной прокачке, и не всегда эта башня актуальна в колоде. И чтобы закончить тему навыков, саботажная способность Айскальда действует на всех вражеских юнитов, а не точечно, как, например, у Сполох. И поверь, порой при выборе удачного буста, например, летающий големов или броненосцев и невнимательности соперника, этот навык может зарешать катку уже на первой волне. Айскальд не имеет брони и обладает относительно невысоким уровнем здоровья, что делает его уязвимым перед врагами с дальней атакой. Но за счет способности летать, его можно спрятать даже над островком карты. Или вообще над летающим врагом, который не увидит дракона, а ты наоборот сможешь его атаковать. С пешим героем такого не провернешь. Несмотря на то, что драконам пофиксили слепую зону, они все еще слабы к летунам. Поэтому желательно в колоде с Айскальдом держать варваров, либо королевских лучников. Также идеально сочетается с Теслой, мушкетерами, архимагом и другими башнями по твоему личному вкусу и предпочтению.
На сегодняшний день Айскальд является ивентовой картой в натиске. И я надеюсь, мне удалось убедить тебя в том, что выбить этого героя жизненно необходимо. Особенно для прохождения заброшенной долины, чтоб ее Цербер покусал. Что еще можно сказать по колодам? Напомню, что из-за своей пассивки он неплохо сочетается с магическими башнями, но и про другие не стоит забывать. Как уже упомянул Майк, для сдерживания, а также стрельбы по летающим неплохо подошли бы метовые сейчас варвары, подходящие практически под любую колоду. Можно еще поставить скаутов или ракетчиков, но берсерки явно будут топ-1. Не исключать того факта, что можно брать две казармы, а к ним что-то магическое и больно бьющее, например, испепеляющий камень, а для замедления ледяных друидов. Неплох будет и аркан, его дебаф на магическую броню или ваншот также очень полезны. В натиск, естественно, берем классику архимага или некроманта. Если у вас нет ракетчиков, их можно заменить на стрелковую башню. А так, колода это всегда вкусовщина и собственный стиль игры каждого игрока. Может, ты поделишься своей в комментариях? В завершении могу сказать, что герой очень неплох. Мой коллега так вообще продавал вам его как только мог. РНХ, занесите ему по старой дружбе. Его урон немал, а контроль достигает своего пика. Благодаря ему ни один босс не доберется живым до вашего прохода. Пишите, будете ли вы его ждать в сундуках или же собираетесь добивать ему какой-то высокий уровень. В завершении не могу не поблагодарить моих бустеров, что спонсируют меня и мотивируют дальше снимать контент. Спасибо Майку Вазовски за такой чудесный анализ героя, а Денчику за превью. Заходи сюда почаще, мы ждем вас и до скорого.